Вы говорите мне, возлюбленный друг, что глубоко заглянули в человеческие сердца и увидели в них зло и порок. Да, я верю вам, и я хорошо понимаю, что у вас случаются моменты отвращения к человечеству. Тем не менее, всегда стоит помнить, что есть еще много благородных и хороших людей, для которых жить и работать – настоящее удовольствие. И все же вы говорите, что вам не нужен этот мир. Прошу вас, не отчаивайтесь, имейте мужество. Любовь поможет вынести нам все страдания. Привет, друзья! Сегодня у нас речь пойдет об очень-очень-очень интересной и, наверное, большинству людей все-таки известной теме истории отношений Людвига II Баварского и композитора Рихарда Вагнера. Эту тему я хотела взять достаточно давно, я о ней думала, я о ней читала, изучала, но все время натыкалась на мысль, что меня могут не понять, если я начну рассказывать об этой теме. То есть была даже одна книга с биографией Людвига II, я не буду называть автора и издание, но и там была цитата приблизительно вот такого содержания. Только глупец или невежественный человек может посчитать, что между Людвигом и Рихардом могли быть какие-то любовные отношения. Я бы даже сказала, что это довольно странное заявление, ведь ни мы, ни они не жили в то время, и мы не можем точно утверждать что-либо такое, тем более говорить о том, что только глупец или невежественный человек может так посчитать. Ну, это просто... Вы сами понимаете, что. Поэтому с этой темой я решила повременить, но теперь я взялась за нее и подумала, почему бы и нет. Там есть очень интересные письма, очень интересные такие истории, которые я вам расскажу именно касательно Людвига. И да, я не утверждаю и не собираюсь утверждать, что у них были какие-то любовные или уж там сексуальные отношения. Это речь не об этом, понимаете? Изюминка этой истории заключается в любви к музыке и в любви к таланту прежде всего, а уж потом в какой-то вот в другой любви, значит. В общем, я сделала такую большую красивую историю с письмами, с всякими фрагментами из дневников, которые я нашла. Я все это перевела, скомпоновала, и теперь мы можем получить достоверную историю без какого-то субъективизма и без ухода в то, что нет, такого быть не могло, нет, это все вранье, нет, это все... Вы на канале Дарки. Погнали! Людвиг II, или Отто Фридрих Вильгельм Баварский, родился 25 августа 1845 года в столице Баварии Мюнхене. Его отец, Максимилиан II, был королем, но в 1864 году он скончался. После смерти отца Людвиг сразу же занял его место. Ему тогда было всего 18. Все отмечали его невероятную красоту и высокий рост, воспитанность и элегантность. Он рос романтиком и мечтателем, обожал музыку, природу, поэзию, а еще был совершенно не готовым к управлению страной. Он и сам признавал это за собой. Но на самом деле мысли Людвига были вот вообще не об управлении государством. Но, естественно, первое, что Людвиг сделал, как только он вступил на престол, так сказать, это потребовал ему в королевство немедленно доставить композитора Рихарда Вагнера. Под любым предлогом, хоть как, но у нас должна состояться аудиенция, я должна его встретить, если что, до этого они никак не были знакомы, нигде не пересекались, и только со стороны Людвига была вот эта фанатичная любовь. Ну и как вы понимаете, через 2 месяца это уже случилось. Не так-то сложно получить желаемое, когда ты молодой, богатый король, а объект твоих грез, так сказать, это не самый юный и не самый обеспеченный, и, я бы даже сказала, очень нуждающийся композитор, хоть и известный, хоть и гений, но тем не менее. Вильгельм Рихард Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге, окруженном бушующим морем войны. Семья была большой, 5 сестер и 3 братьев. Отец Вагнера был полицейским чиновником, но через полгода после рождения Рихарда он скончался от тифа. После смерти родного отца его отчимом стал актер и писатель Людвиг Гейер. Он-то и повлиял на более активное развитие творческих способностей у будущего композитора. Вагнер с детства привык к театру, участвовал в сценических постановках, рисовал, писал стихи и драмы, увлекался немецкой романтической литературой. В своей литературе и музыке одна из основных движимых идей Вагнера – это идея антикапитализма, то есть он порицает всякое насилие, ложь, лицемерие и гнет буржуазной власти.
Истинное искусство может подняться из своего состояния цивилизованного варварства на достойную его высоту лишь на плечах нашего великого социального движения. У него с ним общая цель, и они могут ее достигнуть лишь при условии, что оба признают ее. Эта цель – человек прекрасный и сильный. Пусть революция даст ему силу, искусство – красоту. В 1861 году 48-летний Рихард Вагнер приступил к тяжелой работе над оперой «Мейстерзингеров», которая теперь считается одной из вершин творчества композитора. О ней говорили как о величайшем творении из созданных гениями всех времен и народов. Она создавалась в самый тяжелый период Вагнера. Еще за год до этого он сообщал Серову из Парижа следующее. «Я приучил себя к невероятной выдержке и терпению. 4 новых оперы написаны мною. Бог знает, услышу ли я их когда-нибудь в театре». Эта нечеловеческая выдержка оставила его в ближайшие годы. Скандальный провал Тангейзера в Париже в 1861 году и отказ дирекции Венского театра от постановки Тристана после 77 репетиций опера была признана неисполнимой. Весь этот кошмар подорвал веру Вагнера в свои силы. Не получалось и с дальнейшими гастролями. Великому композитору грозила нищета. Спасаясь от кредиторов, Вагнер бежал в Швейцарию с ужасными мыслями о самоубийстве, еще не зная, что совсем скоро ему предложит аудиенцию один из самых очаровательных королей, когда-либо существовавших в этом мире. Он отдаст ему все и прославит во веки веков, не требуя ничего взамен. Просто потому, что полюбит его. Точнее, уже давно полюбил. 4 мая 1864 года в Мюнхене наконец состоялась легендарная встреча. После этого в этот же день Вагнер с восхищением рассказывает об этом своей знакомой. «Я был бы самым неблагодарным человеком, если бы не поделился с вами моим безграничным счастьем. Вы знаете, что молодой баварский король призвал меня. Сегодня меня представили ему. Он так хорош и умен, так душевен и прекрасен, что, боюсь, жизнь в его обыденных условиях мира промелькнет, как мгновенный божественный сон. Он любит меня с сердечностью и пылом первой любви. Он знает обо мне все и понимает меня и мою душу. Он хочет, чтобы я навсегда остался возле него, работал, отдыхал, ставил на сцене свои произведения. Он хочет дать мне для этого все, что нужно. Я должен окончить Нибелунгов. Он намерен поставить их так, как я хочу. Я должен быть неограниченным господином самого себя, не капельмейстером. Я должен быть самим собой и его другом. И это все он понимает так же строго и точно, как если бы мы с вами говорили на эту тему. У меня не будет никакой нужды, у меня будет все, что необходимо, лишь бы я остался при нем. Что скажете вы на это? Что, слыхно ли это? Неужели это не сон? Представьте себе только, как я тронут. Мое счастье так велико, что я совсем им подавлен. Об очаровании его глаз вы не можете иметь никакого представления. Он слишком хорош для этого мира». Людвиг был не менее счастлив такому стечению событий, потому что наконец-то его мечта сбылась. Теперь он полноценный покровитель самого Вагнера и его божественной музыки. В кругах современных искусствоведов считается, что именно благодаря такому масштабному покровительству со стороны короля Вагнер таки закончил и впервые поставил свою оперу «Тристан и Изольда», а также написал свою последнюю оперу «Парсифаль». Король сделал его своим протеже, построил ему роскошный дом и взял на себя все материальные заботы. Отныне Вагнер мог всецело заняться творчеством, не отвлекаясь на добывание хлеба насущного. А Людвиг в это время наслаждался его операми, на пару с другими своими любовниками. Людвиг всегда был привлекательным. Он и по сей день считается одним из самых красивых королей в мире. В юном возрасте король влюбился в красивого аристократа Поля фон Турн. Они вместе катались на лошади, читали стихи, ставили сцены из опер Вагнера и, вероятно, делали много чего другого за закрытыми дверями. Дорогой и любимый Людвиг, я заканчиваю свой дневник мыслью о прекрасных часах, которые мы провели вместе в тот вечер неделю назад, которые сделали меня самым счастливым человеком на земле. О, Людвиг, я предан тебе. Я терпеть не мог людей вокруг меня. Я сидел неподвижно и в своих мыслях все еще был с тобой.
Как билось мое сердце, когда, проезжая мимо резиденции, я увидел свет в твоем окне. Поль и Людвиг прекрасно проводили время вместе, но в какой-то момент семья Поля сказала, что так, завязывай, пора-ка искать себе невесту. Ну и пришлось искать. Богатая и влиятельная семья Пола хотела наследника, ну и, собственно, то же самое, естественно, требовали и от Людвига, который, как-то особо-то на это и не реагировал. Но в 1867 году, видимо, Людвигу надоело бодаться, и он решил, ладно, женюсь-ка я на ком-нибудь. И он взял под венец принцессу Софи. Свадьба должна была состояться в августе, но Людвиг решил немножечко еще потянуть время и перенес ее на октябрь. А за 2 недели до предполагаемой помолвки, когда уже все точно должно было случиться, Людвиг вообще передумал и отправил ей письмо и сказал: нет, я не женюсь на тебе. Софи списано. Мрачные мысли ушли. Я тоскую и жажду свободы. Это мне очень напоминает историю из моей жизни. Один человек мне обещал, что он со мной встретится, и когда уже подходил момент, он решил вообще полностью порвать со мной отношения, чтобы только со мной никогда не встречаться, боже. Мальчики, вы такие загадочные, боже. Как жить с такими загадками в одном мире? Не разгадать. Теперь-то у Людвига появилось больше свободного времени и времени для своей настоящей любви. И это я, кстати, даже не про Вагнера. После псевдопомолвки Людвиг установил очень тесные отношения с Ричардом Хорнигом, конюхом, работавшим в одной из его многочисленных королевских конюшен. Хорниг был симпатичным голубоглазым блондином, на 5 лет старше короля. Он разделял страсть Людвига к верховой езде. Неудивительно, что благодаря такой тесной дружбе Ричарда очень быстро повысили в должности до королевского конюшева и магистра верховой езды. Интересно отметить, что этот роман начался летом, когда Людвиг вообще-то должен был жениться на Софи, но, как я уже сказала ранее, перенес помолвку, а затем и вовсе отменил ее. Я не получал писем от Р. И мне так грустно. Мое сердце выскакивает из груди, и 2 я плакал. Это глупо для меня, потому что я понимаю, что он не может написать. Я прижимаю его письма к своему лицу и целую его подпись. Прижимаю буквы к своей коже, закрывая глаза и веря, что он со мной. Я хочу, чтобы у меня не было других мужчин, хотя я и соблазняюсь. Я встречал в Берлине много красивых мальчиков, но у них нет его глаз, а их голос не похож на его. Я вижу его в постели, обнаженного и, возможно, в слезах, с его длинными светлыми волосами на гладкой спине, и я прикусываю губы, потому что ненавижу то, что он так далеко от меня. Так далеко. Утро сегодня кристально чистое, по сравнению с моросящим дождем, который шел вчера днем и ночью. Я вижу зеленые поля, покрытые утренней росой, и теплым солнцем, проникающим в мое окно. Другие слуги разбежались по своим делам, но я задержался на несколько минут, чтобы написать тебе. Комнаты пусты без тебя, и я не могу заставить себя говорить, потому что мои губы жаждут тебя. Когда мы снова сможем быть вместе? Я скучаю по тихим вечерам, которые мы проводили, и по твоему беспокойному характеру. Я молюсь, что когда закрою это письмо и отошлю его, ты закончишь свои дела и подумаешь о возвращении. Я должен покинуть тебя сейчас, потому что они уже стучатся в мою дверь, а я должен ухаживать за лошадьми. Жду вас. Из дневниковых записей Ричарда и, соответственно, их писем было очевидно, что их отношения это все-таки, как-то немного больше, чем отношения короля и конюшева. Но Хорник был не единственным и не вторым, и даже не третьим любовником Людвига, так как Людвиг был, реально объективно очень красивый. Он часто заводил интрижки со всякими молодыми юношами, включая, например, 2 актеров, Йозефа Кайнца и Альфонса Вебера. Людвиг осыпал их дорогими подарками, роскошью, предлагал им оставаться в замках, там жить с ним и так далее. И неудивительно, что ту же самую протекцию от короля получал и Рихард Вагнер. Разница была разве что в том, что Вагнер был не столь молод, не столь привлекателен, но зато он был гением. А когда ты гений, не так уж сложно влюбить в себя кого-нибудь. Вагнер прекрасно знал и понимал природу этой любви Людвига к нему. Это и в письмах можно увидеть, и в дневниках, и так далее. Но Вагнер действовал очень осторожно, несмотря на то, что он не отвечал ему взаимностью, но и не отталкивал его, потому что, объективно, там и долги погасил,
и дворец купил, и все на свете. То есть это не была меркантильность со стороны Вагнера, но это была почтительная любовь и благодарность, но не та любовь, о которой вот, мы с вами можем вести речь. То есть это не та любовь, но это тоже любовь была. И тем не менее, тут не было какого-то неравноправия, потому что Людвиг, его все устраивало. То есть я не думаю, что Людвиг грезил о том, что, извините меня, Вагнер там станет его каким-то близким там другом очень. Такого не было. Я думаю, что тут речь шла именно о музыке, о таланте и о творчестве. Понимаете, часто такое бывает, что ты, когда влюбляешься в талант человека, в его творение, ты и в него самого тоже влюбляешься. Это очень частое явление, поэтому тут Любовь имеет силу для всех. Ты звезда, сияющая в моей жизни. Я страстно тоскую по тебе. Я был бы безмерно рад увидеть моего друга примерно через неделю. О, нам есть о чем поговорить. Если бы я только мог полностью изгнать из себя проклятие, о котором вы говорите, и отправить его обратно в глубины ночи, откуда оно возникло. Как я люблю тебя, мой единственный, мое высшее благо. Мой энтузиазм и любовь к вам безграничны. Еще раз клянусь верой до смерти. Людвиг потрудился открыть в Мюнхене музыкальную школу и новый оперный театр, специально устроенный так, чтобы все подходило для именно вагнеровских опер. Он хотел, чтобы Мюнхен стал культурной и музыкальной столицей Баварии. Все знают, что у Людвига была страсть к тому, чтобы строить много замков. И, наверное, самый известный из этих замков — это Нойвенштайн. Кстати, именно этот такой романтический дворец послужил образом для диснеевского дворца из «Золушки». Но это не был любимый дворец Людвига. Его фаворитом был Линденхоф. Строительство этого замка началось в 1874 году по образцу скромного маленького Версальского дворца, построенного для короля Людовика XIV. Людвиг II любил спать днем и бодрствовать всю ночь. Развлекаясь по ночам, он использовал зеркальный зал, чтобы отражение свечей бесконечно сияло и усиливалось между зеркалами. Даже спальня в Линденхофе, как и спальня Людовика XIV, была расположена и устроена так, что в окнах никогда не заходило солнце. Обилие золота, зеркал, ваз, павлины в натуральную величину из драгоценного мейсонского фарфора, люстра из слоновой кости и, конечно, белый рояль, покрытый золотым орнаментом. Он был заказан специально для Вагнера, но композитор никогда не прикасался к его клавишам. Вся избыточная, вычурная роскошь Линденхофа была рассчитана на одного единственного человека, но тот так ни разу и не побывал в Линденхофе. Король коротал дни в полном одиночестве, если не считать нескольких слуг. Слушал музыку Вагнера в исполнении первоклассных оркестров и оперных коллективов в специально для этого вырубленном в скале театре Гроте. Катался на лодке по искусственному озеру. Он все больше отходил от государственных дел, погружаясь в созданный для себя идеальный романтический мир. Я обычно говорю это в конце, но концовку никто не смотрит, поэтому это плохая идея. Я говорю сразу, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там очень интересные письма, которые вы, скорее всего, не читали, в том числе и Рихарда тоже я туда публикую письма с Людвигом и многие другие там, постоянно чего-нибудь. И на мой инстаграм просто тоже подписывайтесь, потому что, как? Хотя Людвиг финансировал все свои дворцы и замки на собственные деньги, все еще бытует распространенное мнение, что он растратил всю казну Баварии, вообще все опустошил страну, и он никудышный король. Но это не есть так, потому что, наоборот, его личные строительные проекты принесли большую пользу экономике, так как дали много рабочих мест для местных ремесленников. Людвиг и дальше планировал гармонично развивать королевство, пускай он там вдохновлялся Рихардом Вагнером, неважно. Но, к сожалению, сказке пришел конец. Планы короля натолкнулись на противостояние правительства, собственных родственников и жителей Мюнхена. Причина была не только в непомерной стоимости дворцов, но прежде всего в том, что это все делалось для Вагнера. В Мюнхене его не любили, и дружбу короля с ним не поощряли. Зло, которое этот чужак принес в нашу страну, можно сравнить точно с нашествием саранчи. Этот платный сочинитель музыки, этот революционер, который в 1848 году во главе банды головорезов хотел взорвать королевский дворец в Дрездене, теперь хочет изолировать короля и эксплуатировать его для своих революционных идей. 1,5 года
Людвиг мужественно противостоял недовольству народных масс и парламента, всячески пресекал вот эти вот недовольства в сторону своего любимца Рихарда, но в итоге его уже прям достали, понимаете? И он был вынужден попросить Вагнера покинуть Мюнхен. Думаю, вы понимаете, каково ему было и чего ему это стоило вообще. Если учесть, что все, что было в Мюнхене, было сделано для Вагнера. Этого предательства мюнхенцев никогда Людвиг не смог им простить. Тогда-то и началось взаимное отчуждение короля и парламента, которое впоследствии привело все к катастрофе. Людвиг возненавидел Мюнхен настолько, что хотел перенести столицу в Нюрнберг. Отношения с Вагнером, тем не менее, у него продолжались, они переписывались и иногда встречались. Хотя Вагнер уже к тому времени был женат, его жена была Козима, это дочь Ференца Листа. Да, любовь Людвига к Вагнеру была необыкновенной. Ведь нельзя сказать, что король был большим специалистом в области музыки. В Вагнере его больше увлекала литературно-романтическая и мистериальная сторона творчества. Лоэнгрин, искушение Тангейзера, мифологические метаморфозы в Нибелунгах. Этими образами насыщены его дворцы. Рядом с родовым замком Хоеншвангау Людвиг устраивал на Альпийском озере представления с лебедями и явлением Лоэнгрина. Так или иначе, но благодаря Людвигу Вагнер смог пережить душевный кризис, да и вообще, будем честны, выжить. В 1866 году назрела война с Пруссией, которую Людвиг, человек сугубо мирный, всячески старался избежать. Он даже готов был отказаться от престола во имя этого. Не доверяя своему правительству, он покинул Мюнхен и, никому не сказавши, поехал к Вагнеру в Швейцарию за советом. Каков был совет, можно судить, потому что через 2 дня король вернулся, отказался от отречения и объявил мобилизацию. Рихард Вагнер скончался 13 февраля 1883 года. И после этого события Людвиг вообще как-то отстранился от людей и уехал жить в Нойвенштайн один. Его поведение вызывало большое недовольство у министров, которые, чтобы получить, подпись на каком-то важном документе, им приходилось ехать в горы к Людвигу, который сидел в замке один, и буквально умолять его поставить подпись. Долги Людвига росли, и строительство замков было приостановлено. Из-за его страсти к уединению, из-за того, что он стал очень замкнутый, неразговорчивый, от него отдалился и его друг, последний любовник Йозеф Кайнс. Естественно, пошли слухи о том, что Людвиг заболел, стал душевно больным, и поэтому так все случилось. Хотя его двоюродная сестра, императрица Елизавета, отмечала следующее. Король не был сумасшедшим, он был просто эксцентричный, живущий в мире грез. Они могли бы относиться к нему более мягко и, возможно, пощадить его в страшный час. 8 июня 1886 года коррумпированная кучка врачей объявила без всякого осмотра Людвига его душевно больным, просто на основе показаний непонятно от кого. То есть все, вы душевно болен, при том, что Людвиг не был душевно больным. Когда человек хочет уединиться, это не значит, что он душевно болен, это значит, что он может быть в депрессии, это может быть плохо. Но душевная болезнь, психическое заболевание, это когда какие-то галлюцинации, когда агрессия. А Людвиг был, наверное, милейший и самый добрый из всех, но его загубили очень сильно. На следующий день его объявили вообще недееспособным, сказали, этот не может управлять государством, все. Он, естественно, попытался как-то что-то сделать, он на следующий день стал писать в газеты, обращаться к народу Баварии, что это несправедливо, что меня не осматривали, что я не болен, но все письма эти были выкинуты, никто ничего не получал, и, в общем-то, от него избавились. В полночь 12 июня в Нойвенштайн прибыла новая комиссия, и, воспользовавшись предательством одного из лакеев, проникла в замок. Главный из них, профессор Бернхард фон Гуден, имел медицинское заключение, подписанное 4 врачами, и содержавшее решение о содержании Людвига в клинике для психически больных. Первым пунктом являлось то, что Людвиг II настроил чрезмерное количество никому не нужных замков, потратив огромное количество денег из государственной казны. Вторым пунктом было обвинение в неучастии Людвига в жизни собственной страны. И третьим пунктом врачи указали гомосексуальную ориентацию короля как повод признать его психически больным. 13 июня 1886 года Людвиг отправился на прогулку в замковый парк с профессором фон Гуденом. Профессор по невыясненным причинам отослал 2 сопровождавших их санитаров обратно, и дальше они с королем пошли одни. Больше живыми их никто не видел. Когда они не вернулись к 8 часам, начались их поиски. Их тела обнаружили в воде Штарнбергского озера на мелководье около 11 часов того же дня. По официальной версии, доктор пытался предотвратить якобы самоубийство короля и при этом утонул сам. Вскрытие тоже не пролило свет на причины гибели короля.
Официальным источникам выгодно было поддерживать версию безумия и самоубийства. Противоположные свидетельства замалчивались. После смерти Людвига правление перешло к его умственно неполноценному брату Отто под опекунством его дяди Людпольда. Людвиг II запомнился всем нам как эксцентричный правитель, который построил, наверное, одни из самых экстравагантных замков в Баварии. И, между прочим, его страсть к строительству волшебных дворцов до сих пор приносит Баварии немалый такой доход от туристов. Так что, а кто тут еще сумасшедший-то? Я хочу оставаться вечной загадкой для себя и для других.